Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня я вяжу трендовую сумочку с леопардовым принтом. Поделюсь своей схемой и озвучу основные моменты. Этот принт вяжется в любых цветах, в оттенках красного, синего, зеленого или даже розового. Я выбрала классическое сочетание: черный, шоколадный коричневый и натуральный бежевый. Естественно, цвета можно взять в любой тональности, светлее или темнее. Точный расход пряжи оставлю в описании под этим роликом и озвучу в конце видео. Вязать буду крючком 4 мм. Также приготовила плечевой ремень, его можно связать, но у меня готовый тоже в шоколадном оттенке. И приготовила, уже распечатала схему. Ссылку на мою схему оставляю в описании под этим роликом. Только озвучу лишь одно, что ее можно использовать как по короткой стороне, тут 38 петель, если пересчитывать на петли, так и по длинной. То есть изделие вы сможете связать любого размера. Узор можно повторять, если сумка достаточно объемная. Все необходимые ссылки, а также информация по расходу и размеру изделия остается в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю рабочую нить и создаю первую петлю. Для изделия в моем размере мне потребуется 14 воздушных петель. Набираю петля за петлей. На этом этапе длина моего основания изделия 11 сантиметров. Теперь я буду вставлять крючок в заднюю перемычку каждого звена, в эту точку. Первую точку пропускаю, эта петля уходит на петлю подъема, и одновременно ввязываю два недостающих цвета. Светлый – это основной цвет, черный и коричневый – вспомогательные. Я прикладываю нить к моему основанию, ввожу крючок в заднюю перемычку и провязываю столбик без накида. Здесь внутри рядов можно поворачивать нить так, чтобы коричневая, а не черная, была на просвет. Тогда изделие будет более однородное, не будет контрастных вкраплений. Так сейчас столбик за столбиком в каждую точку провязываю столбик без накида. Напоминаю, я набрала 14 петель, первую пропустила. Таким образом, до конца ряда у меня 13 точек. Последнюю 13-ю точку, это вершина первого поворота, я провязываю сразу 4 столбика. Первый, второй, третий, направляю нити на поворот, и четвертый завершает поворот. Готово. Теперь вставляю крючок за обе дужки кромочной косы напротив столбика по прямому ряду и провязываю столбик без накида. Точно так же все нити, которые идут по ходу вязания, ввязываю в полотно. Так вяжу до следующего поворота. Здесь на противоположном повороте то же самое. В подъемную петлю провязываю сразу 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Здесь соединяю ряды. Можно выбрать любой удобный для вас способ. Я вытягиваю петлю, вставляю крючок в первую кромочную косу ряда, увожу петлю через лицо наизнанку, фиксирую ее. Теперь вставляю крючок в соединение, которое образовалось, подхватываю уведенную петлю и с помощью рабочей нити
формирую первый столбик на следующий ряд, вытягиваю петлю и провязываю воздушную. Готово. Вот так просто, незамысловато. Продолжаю ввязывать 2 нити другого цвета. Донышко идет без леопардового принта, но плотность узора и по донышку, и по стенкам должна быть одинакова. Поэтому 2 нити я ввязываю с самого начала. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы по ходу всего вязания и вывязываю столбик. Сейчас вяжу до первого поворота второго ряда. Делаю 3 добавления в 3 разные точки. Первая кромочная коса поворота, провязываю в эту точку 2 столбика. Первый, второй. Следующая точка, провязываю в эту точку 2 столбика. Первый, сюда же вставляю крючок, второй. И еще одна точка поворота, за обе дужки кромочной косы провязываю первый столбик и сюда же второй. Таким образом у меня получилось 3 добавления на повороте. Вяжу до следующего поворота, там делаю то же самое. Я на втором повороте второго ряда. И здесь у меня до конца ряда остаются 3 точки. В первую точку провязываю 2 столбика. Во вторую точку провязываю 2 столбика. И последняя точка у меня остается. С помощью нее я могу скорректировать количество столбиков в круг. У меня уже сделан просчет. Если я провяжу в последнюю точку 2 столбика, у меня получится 39 петель в круг. Относительно моей заготовки для узора у меня 38 точек по кругу. Соответственно, я подгоняю свое количество под свою заготовку. Еще раз повторюсь, если ваше изделие большего размера, берите разрисовку рисунка по более длинной стороне. В любой момент можно прервать и подстроить рисуночки под ваш размер изделия. Здесь я подгоняюсь к 38, поэтому в последнюю точку провязываю только 1 столбик. Соединяю ряды аналогично, вытягиваю петлю, нахожу первую кромочную косу, с лица на изнанке увожу туда петлю. Теперь возвращаю крючок, вставляю его в соединение, подхватываю уведенную петлю и формирую первый столбик 3-го ряда. С этого ряда у меня начинается мой узор. Поэтому очень внимательно, ряд за рядом. Сейчас я провязываю 5 столбиков в этом цвете, потом мне нужно провязать 4 черных столбика. Далее просчитываю поклеточно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 бежевых столбиков. И так далее. Каждый ряд, ряд за рядом. Первый столбик ряда уже провязан. Второй. Третий. Четвертый, 5. Готово. Теперь аккуратно увожу эту нить на задний план и обращаюсь к нити черного цвета. За обе дужки также провязываю следующий и еще 3 столбика черной пряжей. Третий. И 4. Далее также аккуратно увожу черную нить на второй план и продолжаю вязать намеченное количество бежевой нитью. Так я провязываю первый ряд до самого конца. Здесь бежевый, 2 черных, 6 бежевых, 2 черных и 5 бежевых. Заканчиваю ряд. Этот ряд вяжется без добавлений. Добавлять и убавлять петли я больше не буду.
14 столбиков готово. Возвращаюсь к черному цвету и провязываю 2 столбика черной нитью. Здесь направляю изделие так, чтобы на меня смотрела лицевая сторона. Ну, может вывернуться в другую сторону, но стенки должны идти ровно вверх, если я смотрю на изделие с лицевой стороны. Возвращаюсь еще 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Черной нитью 2 столбика. Чем дальше количество рядов, тем интереснее вязать узор. Он становится разнообразней, коричневый цвет добавляет колорита. Сейчас я заканчиваю ряд и соединяю ряды по аналогии. Я уже провязала первый столбик следующего ряда после соединения и обращаюсь к моей схеме. Для удобства каждый провязанный ряд можно вычеркивать, потому что чем дальше, тем проще будет запутаться. Вяжу второй ряд. Второй ряд также начинается с 5 петель бежевого цвета. Первая провязана, вторая, третья, четвертая, пятая. Теперь у меня коричневая петля первый раз. Увожу на второй план бежевую нить и вывожу коричневую. Готово. Она одиночная. Теперь 4 черных петли. Так внимательно ряд за рядом. Конечно, чем меньше изделия, тем проще вязать этот узор. Но поверьте, после нескольких провязанных рядов схема читается просто и вязание идет все легче и легче. Готово. Я уже в этой точке и мне необходимо провязать 5 бежевых петель. Так ряд за рядом продолжаю на необходимую глубину изделия. Сейчас у меня провязано 16 рядов. И посмотрите уже, какая красота проглядывается. Я наметила равноудаленные точки по одной и по другой стороне. Здесь от начала ряда, получается, начало ряда на этом этапе у меня совпадает с боковой частью. Я намечаю точки для того, чтобы связать ушки под плечевой ремень. Если вы вывязываете ручку из пряжи, вам этого делать не нужно, просто вяжите как планируете. Здесь 17 ряд, и он начинается с одной бежевой, далее черная, 3 коричневых и черная, и так далее по моей схеме. Здесь сейчас я сразу провязываю черную, так как первая петля у меня уже сформирована. Далее 3 коричневых, и снова возвращаюсь к черной нити. Две бежевых. И так столбик за столбиком до первого маркера. Я подошла к намеченной точке, к маркированной точке, и уже провязана первая бежевая петля. Вторую бежевую я провязывать не буду, я ее пропускаю, но учитываю как провязанную. Просто провязываю этим цветом воздушную петлю. Маркер пока не трогаю, и в следующую точку мне нужно провязать 2 подряд черные.
Первая, вторая. Здесь небольшой пропуск, в него навяжется арка и будет выглядеть как небольшая петля. Далее 5 коричневых, и так завершаю ряд. На следующем маркере делаю то же самое, пропуская точку, провязываю воздушную. Окончание ряда, воздушная. С помощью воздушной вытянутой делаю соединение рядов, увожу петлю наизнанку, далее возвращаюсь в эту петлю и формирую первую петлю на следующий ряд. Готово. Здесь также у меня есть окошечко. Следующий ряд также начинается с одной бежевой петли. 17 можно вычеркнуть как провязанный. Перехожу к вязанию 18 ряда. Здесь сейчас в этой точке начала я возвращаюсь в окошко и провязываю сюда одну и вторую петлю. Тем самым у меня добавка, ну и таким образом у меня оформленное отверстие. Эту добавку я не считаю ни в узор, ни в количество петель. Просто она провязана и все. Считаю за одну петлю эти 2 петли и перехожу к вязанию 4 коричневых. Так продолжаю. В этой точке, в это окошко также провязываю 2 петли текущего цвета. И здесь снова выпадает бежевый цвет. Подхватываю эту петлю хорошенько, провязывая в нее сразу 2 столбика бежевым. Второй добавленный не просчитываю. И здесь у меня снова 2 черных. Так завершаю последний ряд изделия. Перед завершением последнего ряда укорачиваю все нити. Причем бежевой ей буду соединять ряды подлиннее. Эти можно укоротить под самый корешок. Вытягиваю рабочую нить полностью. Увожу в кромочную точку наизнанку. Готово. Теперь возвращаю ее в исходную петлю точно так же наизнанку. Глубину изделия можно уже спрятать с помощью более тонкого крючка. Прячу ниточки и хорошенько отпариваю сумочку. Моя сумка готова, очень стильная и красивая. Это лицевая сторона изделия, это тыльная. Здесь проходит точка соединения рядов, но и узор по этой стороне мне нравится больше. Я добавила ремень, как и планировала, в петельки, которые связала, а также магнитную кнопку. Теперь изделие надежно закрывается. Сюда прекрасно поместится телефон, карт-холдер, ключи и все необходимые мелочи. Итоговые размеры изделия: 13 сантиметров ширина, 20 сантиметров глубина. От полных мотков по 50 метров у меня осталось совсем немного основного цвета, черный и почти весь коричневый. Запас нити не требуется, можно вязать сумочку из остатков пряжи. Все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!